Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам американских автомобилей в масштабе 1 к 43. И сегодня хочу вам показать наиболее симпатичные машины прошлого века, и мы рассмотрим Dodge Challenger TA, который копирует прототип 70-го года. Модель продается в коробочках Best of Show, она уже снята с производства, хотя при желании ее можно найти в открытой продаже на различных аукционах и других торговых площадках. И эти машины в Америке называются Muscle Car. Но для меня наиболее точное понятие подобных машин – это мощные автомобили. И если посмотреть на различные американские спортивные машины в 43-м масштабе, то на самом деле их не так уж и много. Да, их выпускают различные производители из года в год, но за основу берется какой-то популярный прототип. И если посмотреть, например, на Dodge Challenger, то в основном эту машину выпускают в версии RT. И, например, такая модель была у производителя Greenlight в разных вариантах окраски. Также RT выпускался производителем Spark Models. Была модель у Mini Champs, и версию TA только предлагал Best of Show и производитель Premium X. У первого модель из эпоксидной смолы, у второго классический вариант из металла. И у Premium X такая модель предлагалась в двух вариантах окраски: ярко-зеленый и розовый цвет. И, к сожалению, в моей коллекции нету аналога от Premium X, поэтому сравнить мне этот вариант от Best of Show не с чем. Но могу сказать, что эта модель вполне хорошая. И если посмотреть на продукцию Best of Show, то она очень неоднозначна. Некоторые модели очень хорошие, которые по уровню проработки превосходят даже более дорогостоящую продукцию Neo и GLM. Некоторые модели среднего уровня с упрощениями, некоторые модели сделаны на формах более дорогих собратьев. Например, попадаются модели точно такие же, как были в ассортименте Matrix. Правда, большая часть элементов из фототравления заменена на обычные нарисованные серебристые детали, и вместо хрома тоже появилась серебрянка. А некоторые модели откровенная халтура, которые по уровню проработки не дотягивают даже до современной европейской журнальной серии. Так что к продукции BOS нужно подходить с большой осторожностью и всегда смотреть, что вы покупаете в свою коллекцию. И у меня довольно много моделей от этого бренда, и в основном я собираю американские автомобили, потому что преимущественно у этого бренда выпускаются те машины, которые больше другими не продублированы. Я вам для сравнения приготовил еще один Dodge Challenger, только более современный, и это модель из российской серии Суперкары «Лучшие автомобили мира», и вы как раз можете посмотреть, как модели отличаются в плане дизайна и как уживается журналка, стоя рядом с более дорогостоящим изделием. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот вариант поближе. Здесь очень красивый темный красный цвет, и у машины черный матовый капот. И модель упакована в обычный стандартный дисплей-кейс, и точно такие же коробочки попадаются на современной продукции Neo Scale Models. Картонка здесь синего цвета, на нижней стороне упаковки вы можете прочитать различную информацию, которая касается производителя. Также написано, что эта модель изготовлена в Китае, и есть памятка, говорящая о том, что не стоит хранить эти модели под открытыми солнечными лучами. Есть артикул, по которому можно найти модель в интернете, и указан прототип. Dodge Challenger, цвет красный с черным, Best of Show, масштаб 1 к 43. И это довольно легкая модель, и, кстати, у этого автомобиля вполне хорошая проработка нижней части. И если посмотреть на вариант от Premium X, то у него будут другие колесные диски, и на покрышках будет белая маркировка. Здесь, конечно, покрышки не самые лучшие в плане детализации, хотя у них нормальный протектор, и у колесных дисков есть сквозные отверстия. Салон автомобиля сделан в черном цвете, из-за этого сложно рассмотреть, что находится внутри, тем более стеклышки бликуют, и мне не очень нравится, как здесь установили зеркала заднего вида. Почему-то они
расположены не горизонтально, а как-то под углом. И также вместо традиционной самоклеющейся фольги здесь зеркальца просто нарисовали серебристой краской. Но опять же, одна из проблем на моделях из эпоксидной смолы — это остекление. Здесь стеклышки сделаны из тоненькой пленочки, они плоские, хотя должны быть округлой формы. И опять же повторюсь, у моделей BOS преимущественно идут упрощения. Вместо окантовки из фототравления здесь просто ее нанесли методом тампопечати серебристым цветом. Но дверные ручки здесь из фототравления. Также очень красиво смотрится декоративная полоска, просматриваются буквы TA, Trans-Am, и написано 340 Six-Pack. И если вы посмотрите на переднем и заднем крыле, также установлены габаритные огни из фототравления. Вполне хорошо смотрится оформление передней части, светотехника точно такая же, как на моделях от NeoScale Models. Подложка из фототравления, и сверху сделали из прозрачного лака стекляшку. Также присутствуют поворотнички из оранжевого прозрачного пластика и установлены регистрационные номерные знаки. И штат здесь Алабама. Вполне хорошая решетка радиатора, нормально читается надпись Challenger, и можно посмотреть, как у этого автомобиля сделана выхлопная труба. И выпускная система выходит под задние крылья, черным цветом обозначили отверстие, и как раз вы можете посмотреть, вполне хорошо детализирована рама автомобиля. Я не буду эту модель откручивать от подставки, потому что она очень хрупкая, и лишний раз трогать эти модели не рекомендуется, потому что вы просто можете отломать хрупкие детали, и у меня бывали случаи, когда после видеообзора приходилось ремонтировать модель. И не очень понравилось то, как сделана антенна. Просто черенок, но отсутствует сама деталь. И также довольно грубо смотрится лючок горловины бензобака. Он сильно выступает, но посмотрел на фотографиях настоящего автомобиля, он тоже не заподлицо с корпусом автомобиля. Так выглядят задние фонари. Они тоже вполне симпатичны, хотя это просто прозрачный лак, нанесенный на подложку из фототравления. И присутствует черный спойлер, на котором тоже в виде декали шильдик Challenger TA. Ну, такая симпатичная масштабная копия. И, конечно, для подобных Dodge наиболее популярный цвет будет оранжевый, но в красном варианте машина тоже смотрится очень эффектно. И давайте для сравнения я вам покажу более современный журнальный вариант, как раз в ярко-оранжевом цвете. И эта модель уступает в плане проработки, хотя если поставить оба варианта на дальнюю полку, они вполне нормально будут смотреться. И новый вариант предлагался в коробочке Norev. Также, по-моему, такая модель была в коробке Premium X, ну и, естественно, выходила во всевозможных журнальных сериях. И у автомобиля салон из черного неокрашенного пластика, его при желании можно окрасить. С правой стороны стеклышки глухие, с водительской стороны стекло опущено. Также можно посмотреть, как сделана светотехника. Вид портят черные точки, противотуманки тут тоже в виде прозрачных пластиковых элементов. Это несомненный плюс. Зачастую на журнальных моделях их просто рисуют серебристой краской. Вместо номерных знаков просто табличка SRT8. И задние фонари здесь из пластика, просто окрашенного красной краской. И выхлопная система тоже без сквозных отверстий, и нужно было здесь хотя бы нанести черную краску. И вот так выглядит днище у данной масштабной копии. И глушители — это отдельная деталь, окрашенная серебристой краской. Покрышки более-менее нормальные, но они тоже не очень аккуратно установлены на колесный диск.
Вот такой вполне хороший автомобильчик, который может занять достойное место в вашей коллекции, если вы собираете американскую технику. И еще раз повторюсь, у BOS продукция разного качества, и нужно внимательно подходить к выбору масштабной копии. И эта модель стоит своих денег, но вот остальные экземпляры сделаны намного проще. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, также заходите на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. И можете написать в комментариях, хотите ли вы продолжение на обзоры старых американских спортивных автомобилей. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.